Друзья, всем привет! В это осеннее раннее утро спешу для вас записать обзор с новой HyperOS 3 Global. Еще буквально недавно я агрился на то, что компания не держит обещаний, компания не выпускает обновления, и вчера компания решила выпустить на Xiaomi 15T Pro и на 15T и на Xiaomi 15. Что интересного, стоит ли обновляться и какие новые фишки разработчики добавили в глобалку, вы узнаете в этом видео. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Не обращайте внимания на мой голос, немножечко приболел, но опять же это не мешает то, чтобы вам записать видеоролик. Что же, мы с вами получаем HyperOS 3 Global для Xiaomi 15. По настройкам о телефоне вы можете сразу эту информацию заметить, если мы с вами перейдем по списку изменений, хоть мне прошивка пришла по воздуху, но список изменений недоступен. В целом это нормальная история для компании Xiaomi. Из такого, что сразу бросается в глаза, это хранилище. Посмотрите, если раньше там прописывалось у нас 512 гигабайт, то сейчас прописывается 528. Это с учетом вот тех гигов, которые у нас освобождаются с помощью расширения хранилища UFS. То есть, условно говоря, опять же, как мне в комментариях объяснили, это маркетинговый ход и все прочее, но опять же, как официально заявлялось, условно есть такие неиспользуемые кластеры с памятью, и компания Xiaomi их решила задействовать в такой способ. Да, опять же, для кого-то маркетинг, но по факту вот что есть, то есть. По тому, как занимает место система на вашем смартфоне, 12 и 24 гига. Но по сравнению с прошлыми версиями прошивок, как бы чуть-чуть оно будет весить побольше. По версии Android, понятное дело, что флагманское устройство получает у нас 16-й Android, и плюс у нас еще в разделе о телефоне на этом смартфоне, я именно акцентирую этот смартфон, появляется режим отладки. Если на других аппаратах оно уже было сразу из коробки, то тут этого не наблюдалось. А вот только сейчас данная история у нас добавляется. Что это такое? Вы условно сдаете свой аппарат в сервисный центр, и для того, чтобы там, скажем, работники сервисного центра не имели доступа к вашим данным, вы можете активировать этот раздел. Но мы с вами двигаем далее. Режим взаимосвязанности. Его также перерисовали под стилю тому, что есть в китайской прошивке, даже картинка одна и та же. И в целом тут у нас совместили все то, что раньше было раскидано по разным разделам. Соответственно, трансляция, Xiaomi Share, и прочее. Плюс сюда нам возвращают, или же объединяют все те фишки взаимосвязанности, которые должны быть. В целом я уже попробовал с планшетом Xiaomi Pad 7, как это все работает, особых никаких проблем не наблюдается, но опять же, для лучшей работоспособности и в принципе всех фишек, которые были заявлены на презентации, понятное дело, нужно ожидать, чтобы планшет обновился до HyperOS 3. По другим способам подключения тут мы с вами ничего не наблюдаем и следовательно идем далее. Следующий большой раздел это Xiaomi Hyper AI. Компания Xiaomi очень долго скажем так, раскидывала дифирамбы этому разделу, очень долго распинались касательно этого раздела. И что мы с вами по факту получаем? В целом ничего такого, чтобы, о чем можно было бы вам тут упомянуть. Кроме того, что, как уже было ранее, добавляются такие опции, как автоматическое распознавание языка, тумблерочек и включение автоматического микрофона. Все же остальное у нас с вами тут уже было и ранее. Кстати, анализ тут у нас информации на смартфоне нет, как на китайской прошивке. Раздел с динамическими обоями в кои-то веки разработчики перевели, что очень странно. Но опять же, это возможно какая-то ирония, но что есть, то есть. И кстати, в прошлых сборках была опция, чтобы быстро перейти к созданию новых динамических AI обоев. Здесь же ее, видимо, специально убрали. Теперь по следующим опциям это блокировки экрана, строки состояния, и тому подобное. Тут все в целом остается по-старому. Настройки ярлыков, которые были добавлены в HyperOS 2.2 у нас тут остаются. Дальше по уведомлениям и строке состояния в принципе также. Все остается по-старому, там и уведомления, стиля уведомлений, настройка отображения значков, то есть это то, что будет отображаться у вас в строке состояния. Притом при всем, что многие ожидали, что можно будет добавлять кучу всяких значков. Но, к сожалению, их у нас 1 или 3, то есть ничего в этом плане не поменялось. Поскольку мы с вами переходим на HyperOS 3, у нас с вами еще и меняется стиль отображения заряда батареи. Понятное дело, под кого компания Xiaomi пытается косить, такой мы стиль, собственно, с вами и поставили. По всему остальному тут, увы и ах, ничего не наблюдается.
Следующий момент — это оптимизация, быстродействие, в принципе, анимации, все то, что должно, работать круто, и то, что разработчики рассказывали на презентации. На сегодняшний день уже есть слитые лаунчеры из HyperOS 3, и вот я думал, что в HyperOS 3 Global версия будет поновее, но, к сожалению, это оказалось не так. Но, опять же, сути это не меняет, поскольку тут у нас добавляются интересные возможности. Во-первых, у нас в кои-то веке на глобальной прошивке добавляется панель поиска на рабочем столе, как это реализовано в китайской прошивке. Но если в китайской прошивке там мы этот поиск активируем, и там появляется умный поисковик, назовем это так, здесь он не то чтобы туповат, но здесь он очень простенький. То есть тут обычная история, то есть там условно Xiaomi AI ответы, или же обычная лента виджета вместе с поисковиком. Тут, соответственно, наверху AI, задаем любой вопрос и в целом получаем на него ответ. Но опять же, эта история такая немножечко не слишком продвинутая, она мне не очень нравится. Но опять же, сам факт того, что разрабы пытаются как-то, уравнять китайку и глобалку, мне это уже нравится. Далее, по всем оставшимся моментам и историям, которые тут могут быть, все остается по-старому. Но разработчики нам подкидывают с вами небольшую лажу. Если мы с вами заходим в сетку рабочего стола, мы получаем лишь только две вариации: 4/6 и 5/9. То есть промежуточного варианта 4/7 или там, если память мне не изменяет, 5/6, которую сетку также разрабы убрали, мы тут с вами не наблюдаем. Почему так? Опять же, видимо, их какие-то там свои моментики, нюансики, либо же они сейчас специально это убрали, чтобы потом это вернуть и сказать «It's revolution». То есть мы это вам добавили, вуаля, это новая фишка. Опять же, такое может быть, это компания Xiaomi и разработчики, так что в целом и общем это будет нормальной историей. По расположению объектов недавних все так же многие могут насчет этого переживать, третьего стиля не появляется. И очень жаль. Многие сейчас также начали форсить информацию, что выходит HyperOS 3.1, или же что она там уже разрабатывается, что в ней добавят этот стиль. Опять же, данная информация не соответствует действительности и в принципе не стоит на это пока что обращать никакого внимания. По всему тому, что мы можем с вами заметить в плане анимации, в плане переходов и прочего, я могу сказать в целом, что хоть я прошивку использую не прям с самого момента ее рассылки, но я вот ее поюзал чуть-чуть, скажем так, немножечко времени, начиная со вчерашнего дня, то в целом анимашки мне очень зашли. Мне нравится размытие, которое присутствует. Мне нравится то, как в принципе реализованы анимации, выходов, переходов. Кстати, если мы с вами условно выйдем из настроек, то у нас теперь не будет прокручиваться сам значок на стоковом приложении. То есть у нас будет такая анимация, как оно типа отдалилось и обратно вернулось. То есть разрабы, знаете, видимо, решили наперед этот момент продумать, для того, чтобы многие не возникали, почему у меня нет анимации прокрутки, там у стоковых приложух, а у меня наоборот их нет. То есть если они добавят вот такую вот маленькую анимашку для всех смартфонов, все такие скажут: о, вау, это тоже как бы интересная фича из Revolution, и в принципе разрабы молодцы. Поэтому, возможно, в будущем так это и все будет реализовано. Мы с вами переходим далее. Еще один такой большой раздел — это персонализация. Что тут разработчики нам добавляют и позволяют делать? Во-первых, это в принципе все тут перерисовано. И возможности настройки рабочего стола, и возможности настройки экрана блокировки. В общем, тут все очень красиво выглядит. Плюс, наконец-то, я могу поставить те самые часы с китайской прошивки на глобальную прошивку. И то есть на экране блокировки вы выставляете вот такой стиль. Плюс еще помимо того, что есть такой стиль, есть и другие еще, которые у нас подходят под глубину, что тоже очень прикольно. Вы также еще можете растягивать обои на экране блокировки, чего раньше нельзя было сделать. Конечно же, очень гибкая настройка шрифтов у нас добавляется, и это также очень круто. Но смотрите, тут у нас с вами нет такой опции, как AI. И то есть, что эта фича делала? Условно, мы с вами ставим какую-то обоину, вызываем AI-помощник, и он нам с вами это все анализирует и делает условно какую-нибудь там динамическую картинку, анимашную картинку и прочее. То есть, скорее всего, вся эта история останется исключительно для китайского рынка. Конечно же, вы тут можете и эффектики разные накинуть, и вот как выглядит у нас редактирование на рабочем столе. То есть просто размытие, в общем, как в китайской прошивке, в целом очень неплохо таки выглядит. Что еще по персонализации? Тут, конечно же, значки многих, наверное, будут интересовать, а именно то, что их разработчики меняют. Что это означает? Разработчики нам добавляют стиль типа как в айфоне. Немногим эта вся история нравится, но я хочу вас обрадовать тем, что если вы нажмете на значки, у вас будет 3 стиля на выбор. То есть по умолчанию
потом классика и безграничный. Опять же, не нравится вам то, что по умолчанию стоит, ставите классику и радуетесь тому оформлению, которое было до этого. Плюс ко всему напоминаю вам еще по тому, что у нас есть в плане кастомизации, это обновленная шторка. Ее разработчики также немного перерисовали, но в плане функционала какого-то нового тут, конечно же, мы с вами ничего заметить не сможем. Если кого-то еще также интересуют ползунки громкости, они также остаются в старом стиле. Хотя нет, тут у нас проявляется такая некая закругленность, хотя раньше это выглядело совершенно не так. И вот получается, смотрите, как выглядят часы у меня на рабочем столе. Ну, в целом, знаете, вот есть некая такая китайщина, ну не то чтобы китайщина, но то, что хотелось бы из китайки поставить на глобалку, это реально и уже можно сегодня поставить. Так что выглядит эта история очень-таки круто. Еще хотелось бы вам отдельно затронуть о динамическом островке. Многие его ждут прямо как манну небесную и как эта вся тема будет у нас работать. Запускаем часы, сворачиваем их и смотрите, куда эта вся тема улетает. Также давайте еще диктофон с вами ради интереса запустим, и также он будет у нас вверху типа под капельку под этот динамический островок. Как это все выглядит вот следующим образом. Мы можем, смотрите, вот так вот раскрыть. Тут нам, конечно же, еще мануал о плавающих окнах вылезает. Опять же, мы это сворачиваем. Далее, смотрите, мы можем это вот следующим образом нажать и вот так. То есть у нас эта вся история будет между собой перетекать. Таким образом, назовем это так. Если нажимаем вот так, мы можем еще и свайпами это все дело скрывать. И да, кстати, если вы скрыли, вы обратно можете это все обратно проявить. То есть, условно, вы все эти приложухи посмахивали влево, и дальше свайпом вправо вы это все можете обратно вернуть. Да, тема, кстати, очень прикольная. Как разработчики заявляли, не все приложения могут на сегодняшний день быть сопоставимы с, значит, этим островком. Если мы с вами еще дополнительно условно выберем какую-нибудь музыку, вот условно там Spotify, то есть другим, скажем так, не пользуюсь, то смотрите, условно здесь диктофон, есть у нас с вами, получается, и часы. Запускаем музыку, сворачиваем Spotify, и он у нас, смотрите, также улетает в этот островочек. И вот, смотрите, вверху он будет проявляться. Так что те, кто пользуется разными музыкальными сервисами, не думайте, что вас обделили и как-то все будет печально. И напоследок хочу вам напомнить о стоковых приложениях. Разработчики их обновляют, не сказать, что прям супер круто разрабы их пообновляли, но в целом есть что поставить и даже на HyperOS 2 Global, и даже есть чем попользоваться в HyperOS 3 Global. Это и новая галерея, это и новый редактор медиа, новое приложение камера, которое в кои-то веке на HyperOS 3 будет сохранять ту рамку, которую мы с вами применяли. И, кстати, на примере Xiaomi 15 их чуть-чуть больше дали, чем это было именно на HyperOS 2 Global. Так что в целом и общем по стоковым приложениям разработчики провели неплохую работу, и мне это понравилось. Что же, друзья, давайте с вами резюмировать, что мы с вами получили. HyperOS 3 Global это как iOS 26 на минималках. Почему на минималках? Потому что прослеживается очень такой, след того, что разработчики были вдохновлены и решили позаимствовать многие решения именно из iOS 26. Хоть я, конечно, обновлялся и по ОТА на эту прошивку, я знаю, что еще можно на нее обновиться и с помощью подмены файла. Хоть кто-то там и рассказывал очень рьяно, что подменой файла нельзя обновиться, что это полная шляпа. Друзья, хочу вас расстроить. Подмена файла с правильными руками работает очень корректно и без всяких проблем. И вот люди, которых я знаю, у которых также Xiaomi 15, переходили на эту прошивку с помощью данного метода. В целом и общем из того, что я увидел, опять же, это визуал, это мелкие улучшения оптимизации, и в принципе аппарат стал работать шустрее. Мне понравилась история с поиском на рабочем столе, который так как в Китайке выглядит, и да, этого, можно сказать, не хватало. Приятно, что разработчики в целом не обделили нас с вами по сравнению с китайской прошивкой, как это было до этого. Ну а так, в целом и общем, я доволен тем, что я обновился на эту прошивку. Да, есть мелкие недочетики, скажем так, что там условно запись экрана и шторки не включается и прочее. Но я думаю, что с будущими обновлениями это все решается. Если же вам придет это обновление, сразу не спешите обновляться. Погуглируйте информацию, почитайте комментарии, позадавайте вопросы. Если вас все устроит, только в том случае вы сможете смело обновляться. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.